Давайте проверим, правильно ли вы миритесь с вашим партнером. Вы наверняка ругаетесь и конфликтуете иногда, потому что это норма абсолютно всех отношений. Если вы скажете мне, что у вас никогда с вашим партнером не бывает ссор, то либо вы обманываете, но я хочу вам верить, либо вы настолько подавляете свои потребности, желания, что полностью подстраиваетесь друг под друга, а это, знаете, такая бомба, которая однажды через много лет сильно взорвется. Поэтому если вы классическая нормальная пара и у вас бывают иногда конфликты, то очень важно, как именно вы после этих конфликтов входите в примирение. Потому что есть варианты, когда ваше примирение будет означать лишь, что вы помирились, и в следующий раз вы будете снова ругаться, и все будет одинаково, как одни и те же грабли, и согласитесь, что это неприятно. А есть вариант такого примирения, при котором вы как будто делаете работу над ошибками и заранее закладываете себе на будущее полезные шаги действия, чтобы в будущем у вас этих ссор и конфликтов становилось все меньше и меньше. А точнее, это происходит немножко иначе. Вы все равно начинаете ругаться на те же самые темы, но очень быстро уступаете где-то друг другу, прекращаете, как бы проявляя друг другу уважение. Как знаете, есть собака, которая может очень сильно кусаться, но есть персонажи в ее жизни, люди важные, которых она уважает. И гавкая на всех остальных, она отступает и уступает. И вот чтобы прийти к нечто похожему в отношениях, важно верно настроить момент примирения после ссор. Поэтому я предлагаю вам в этом видео проверить, свою пару, правильно ли вы миритесь. Первое. Давайте прямо сейчас вы вспомните, а как вы обычно входите в это примирение. Потому что если вы пара уже устоявшаяся, если ваши отношения уже больше, чем год или два, если вы уже достаточно долго вместе, то 100% я сейчас буду права. Подтвердите мне это, пожалуйста, в комментариях, если это так, что у вас есть 1-2 каких-то одинаково повторяющихся сценария примирения. Как это бывает? Некоторые люди обижаются друг на друга какое-то время. Кто-то несколько часов, какие-то пары. Некоторые пары обижаются день-два, потом одному или обоим вдруг надоедает обижаться, и они подходят, начинают разговаривать, как ни в чем не бывало. Это первый, возможный сценарий примирения. Еще сценарии примирения. Может быть, вы ругаетесь, конфликтуете, кто-то хлопает дверью, уходит. Какое-то время ходит где-то вне дома, успокаивается, приходит другой человек и начинает на ту же самую тему, которая была только что острой, разговаривать более спокойно, в таком же состоянии, что с этим человеком уже можно договориться. Еще один сценарий возможный примирения, который часто показывают в красивых фильмах. Вокруг этого легко сделать красивую историю. Примирение через секс. Как будто они так сильно ругались, били посуду, а потом у них случилась страстная встреча, и вроде как ругаться уже стало неактуальным. Вот в кино такое рисуют, мне очень интересно, есть ли люди, которые действительно так проживают, или это только чья-то фантазия, что кому-то так бы хотелось, и поэтому вокруг этой фантазии создается столько много сюжетов, фильмов. Все, что я вам описала, это такие частые распространенные варианты. Мне очень интересно узнать, как вы обычно миритесь, потому что пары изобретают иногда такие интересные свои собственные сюжеты, что просто восхищение вызывает это. Поэтому мне очень интересно, правда, напишите. И я сейчас предлагаю вам, вторая часть этого видео, предлагаю, а как же будет полезно? Потому что просто помириться мало. Если конфликт возник, то вероятнее всего с ходом ваших отношений, с течением времени, вы будете продолжать конфликтовать на эту тему. То есть это какая-то точка, где вы оба уязвимы, и вы сходитесь и начинаете
с агрессией или с нападением, или с защитой себя через нападение на другого идти в конфликт. То есть это будет повторяться. И вот чтобы минимизировать эти повторы или чтобы сделать их менее обидными, травматичными и досадными, я вам предлагаю мириться через анализ ситуации и обсуждение, где кто был неправ и что в следующий раз можно сделать по-другому. Это как в школе работа над ошибками. Вот вы пишете диктант, да, вы делаете в каких-то словах ошибки грамматические, и после этого вы выписываете их, например, в столбик, чтобы запомнить, как они пишутся на самом деле. И в следующий раз, когда вы будете писать, иметь шансы написать это слово без ошибок. Звучит, может быть, для взрослых людей как-то глупо, комично, странно, но что это я буду со своим партнером какие-то там работы над ошибками делать. Тетя, что ты нам тут предлагаешь? Можете подумать вы. А зря, потому что это действительно верно. Любой здравомыслящий человек, который идет в развитие и который хочет поменять ситуацию кардинально, шаг за шагом ее изменить, да, обязательно делает этот шаг, анализ того, что было, внесение корректировок в модель, как это будет повторяться в будущем. То есть ваша задача — используйте, пожалуйста, способы примирения, которые у вас уже есть. Это замечательно, что вы их находите, потому что если вы пара, которая встречается достаточно долго, дольше, чем год-два, у вас 100% есть свои наработанные способы. Потому что иначе, если бы вы их как пара интуитивно не нашли, вы бы как пара не существовали дольше. Это факт. Поэтому, пожалуйста, их используйте. Но сразу же, не уходя далеко, не откладывая на потом, в этот же день, вот там ближайшие, может быть, полчаса, сделайте с партнером такую вот работу над ошибками. Как это может выглядеть? Вы можете сказать ему: слушай, давай так, чтобы в следующий раз мы с тобой опять не подцапались таким же образом, давай сейчас я тебе скажу, что я вижу, что я со своей стороны сделала неверно. А ты мне скажешь, что ты со своей стороны сделал не лучшим образом из возможных. Давай найдем, что мы можем в следующий раз делать лучше, чтобы мы не ругались вот так еще раз в будущем. Потому что это неприятно. Какие здесь могут быть варианты? Ваш партнер может быть очень упертым, твердолобым, который не любит признавать свои ошибки. И тогда он может сказать, что ну ты, конечно, сделала что-то не так, я это вижу и согласен с тобой, но вот я такой замечательный, ничего не так не делал. Да? И здесь очень важно настоять и внести вот этот баланс. Слушай, во всех отношениях всегда ответственность лежит 50/50. Даже если где-то, например, один партнер не учитывает интересы другого, то ответственность на другом тоже есть. Если у тебя есть потребности, говори о них открыто, ртом, достаточно активно, настаивая на том, чтобы твои потребности учитывали. Если один партнер обманывает, и другой его застукал с этим обманом, то вина того, кто застукал, в чем? В форме, может быть, да, как он об этом говорит. Если это сразу резкое нападение без прояснения, это не лучший способ. Если это сразу категорично: ты меня обманул, я больше никогда тебе не поверю, то это не лучший способ. Может быть, лучше дать шанс. Ну или тогда отношений дальше не будет. Да? Ходить дальше виноватым и помнить о том, что ты меня когда-то год назад обманул, и теперь я буду каждый раз тебя тыкать носом в эту какашку. Вот это было бы неверно. То есть я к чему вам рассказываю эти примеры, сейчас подбираю, что в любых отношениях, какая бы ситуация конфликта ни была, и кто бы в ней не был условно больше виноват, вторая сторона всегда... Давайте уберем слово «вина», потому что оно, наверное, может путать. Его можно двояко трактовать, и я рискую, что вы меня неправильно поймете. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли меня так, да, с тем смыслом, который я закладываю в эти слова. Поэтому вот моя ответственность, да, подобрать эти слова максимально правильно, чтобы вы могли меня понять так, как я хочу. Это я сейчас прямо вам показываю про вот эти 50/50 в отношениях. Даже в моих отношениях со зрителем всегда есть 50/50.
И тогда вы можете сказать вашему партнеру, что убираем слово «вина», да, всегда есть что-то, что ты со своей стороны тоже можешь сделать лучше, чтобы в следующий раз наш конфликт был менее травматичным, менее проблемным, чтобы мы раньше остановились ругаться или вовремя взяли паузу, когда нас накрывает эмоциями, и не нагрубили, например, друг другу, чтобы мы лучше договорились, чтобы мы, может быть, более гибко шли на компромиссы. Давай подумаем, что можно в следующий раз сделать лучше. Я уверена, что, посмотрев это видео, большинство людей не будут применять эти советы. Почему? Потому что никто не любит вот так открыто разговаривать про отношения. Люди боятся этого, люди избегают таких разговоров. От мужчин можно часто слышать фразу: «Что ты мне выносишь мозг этой темой отношений?» Говорят они так часто своим женщинам. Потому что обычно женщины все-таки более открыты к таким разговорам. Может быть, где-то более эмоциональные. Мужчины могут назвать это более истеричные, потому что мужчины, как правило, хуже в контакте со своими эмоциями, просто потому что то есть генетически мы рождаемся одинаково эмоциональными существами, но с детства мальчиков так растят и воспитывают, что как будто мальчику нельзя быть сильно эмоциональным, хотя это, конечно, неверно. Поэтому идти впервые к партнеру с таким разговором может быть сложно, неудобно и некомфортно. Все делать впервые неудобно, непривычно, странно немножко может казаться. Но я вас уверяю, что это путь к построению крепких гармоничных отношений. Потому что крепость ваших отношений зависит в том числе от того, в большей части от того, как вы проживаете конфликты и кризисы. В каждых абсолютно отношениях случаются кризисы. Они даже уже просчитаны психологами, да, когда обычно на каком этапе отношений они бывают. Самый яркий, наверное, это кризис 7-10 лет. То есть когда пара от 7 до 10 лет вместе, вот в этот промежуток, в эти 3 года, обычно у партнеров происходит сильный семейный кризис. Это такая перестройка, потому что мы уже очень сильно знаем друг друга, удивить уже нам особо нечем друг друга. Мы уже так привыкли, уже перестали часто уважать друг друга, да, уже где-то, ой, да, он привычный тут рядом, можно и не стараться для него или для нее. И отношения, как они турбулентность сильно испытывают. И вот крепкие пары, да, чем отличаются от некрепких, которые распадаются? Крепкие пары могут вместе, как команда, проходить конфликты и моменты вот этих кризисов. Чтобы проходить эти моменты, придется разговаривать, потому что интуитивно как-то само типа срастется. Это прокатывает первые годы жизни, либо это прокатывает пожизненно в тех парах, где партнеры очень сильно боятся расстаться. Женщина может, у нее в голове у женщины может быть негативная установка, что если я взрослая, мы с мужем разведемся, то я буду брошенка, одиночка, или еще гуляет по интернету интересная фраза, термин «разведенка с прицепом». Звучит как-то это странно, на мой взгляд. И женщины многие не хотят оказаться в этой ситуации. И тогда из-за этого страха они будут цепляться за мужа, какой бы он ни был. И хрен бы там уже с этими разговорами хоть как-то. Но будет ли женщина счастлива в этих отношениях? Это ведь большой вопрос. Мужчины, хотя говорят, что вот мужчины такие вот они сильные, их еще и там добиваться как-то якобы надо. Тут посмотришь YouTube ролики психологов, сформируется мнение, как будто все женщины бегают за мужчинами, их такой дефицит, и с ними что-то надо делать и стараться как-то. Не знаю, я вот в жизни реальной моей вижу очень много пар. И в основном я вижу там картину чаще всего, что наоборот мужчина, если же с женщиной расстается, страдает от этого расставания еще больше, чем страдает женщина. То есть мужчину еще и отделить-то от себя очень часто тяжело. И поэтому мужчины тоже многие боятся оказаться брошенным, как бы отвергнутым, да, при расставании.
И поэтому тоже могут цепляться за свою жену и терпеть, ой, как есть, так есть. Но будет ли счастлив мужчина в этих отношениях? Поэтому, чтобы быть и крепким союзом, парой, да, который долго проживет вместе, и при этом быть счастливым человеком внутри этой пары, вам придется научиться вести эти открытые разговоры, да, вносить после каждой ссоры вот такие корректировки. Если у вас какие-то есть инсайты, мысли, пожалуйста, делитесь ими в комментариях. Я тот блогер, психолог, который активно общается в комментариях. Да, я считаю, что если зрители пишут вопросы или мнение свое, нужно обязательно отвечать, потому что вы тратите на это время, вы вступаете в диалог, и я вам здесь рада, я стараюсь всем отвечать. Ставьте, пожалуйста, лайк, если вам это видео оказалось полезно. Подписывайтесь на канал, и до встречи в следующих видео.